Ребятки, как обещала, сегодня у меня в гостях два мужчины. Вот так вот. Причем я бы вам хотела сказать, что вроде бы как один из них самый сильный мужчина на планете, да? Вы поймете почему, когда я вас познакомлю. А второй, вот вопрос. А может быть он еще сильнее, потому что именно он был тренером самого сильного мужчины на планете. Ведь сила же не только в мускулах, да, а в знаниях, в отношении к жизни, к целеустремленности. Ну, впрочем, что я вам много говорю. Итак, знакомьтесь, самый сильный мальчик на планете, уже не мальчик, а муж, Андрюша Косташ, вы его знаете. Это очень популярный мальчишка, особенно в каком году это было? 2015. Когда вы начали? Начали? Начали, получается. Когда ты вышел первый раз в эфир? Где-то Не, 12. Но сейчас я познакомлю вот тоже этот привет. виновник силы этого мальчика. Именно Саша сделал из него вот такого мужа. Почему? Вы увидите в отдельной передаче. Это там большая тайна закладывается в его таланте. Но я так понимаю, что все произошло не зря, и знаете, нас же всегда кто-то с неба ведет, чтобы мы делали какие-то открытия. Но это потрясающий пример того, что никогда не надо опускать руки, если в дом стучится беда, и подключать все свои возможности, все знания и способности, даже о которых вы не догадывались, чтобы получить вот такой результат. Просто коротко скажу, что началось с того, что у Андрюши была болезнь. Он был маленький, и у него была неизлечимая болезнь, как тогда приговор сделали врачи. И вот благодаря тому, что папа не принял этот диагноз, он боролся, он изобрел свою методику борьбы с этой болезнью. И методика заключалась в том, что надо было просто тренироваться, не сдаваться и усложнять себе спортивные нагрузки. Правильно, Саша, я сказала? где-то так, в принципе. Ну скажи по-своему. Ну, это долгий разговор. Нет, ты в двух словах скажи, вот в двух словах, что именно благодаря, вот знаете, мы же всегда боимся проблем, да, трудностей. И есть вот даже такая книга, «Скажи своей болезни спасибо», типа такого, да, вот есть такие книги, когда говорится о том, что болезнь присылается не просто для того, чтобы вы вот там страдались, мучились и умирали, не дай бог, а чтобы вы, наоборот, подключали все свои способности и возможности и в борьбе с этой болезнью, и даже где-то в принятии, вот, книга называется «Полюби болезнь свою». Ты слышал, кстати, такой книги? Нет? О, надо почитать, папа. У Синельникова есть такая книга «Полюби болезнь свою». Она о том, что каждая болезнь приходит нам за что-то, и когда мы ее принимаем, когда мы понимаем, зачем и почему, мы не боремся с ней, мы просто идем вместе с ней к новым каким-то достижениям. Но это, наверное, вот то, с чего Саша начал. Мы не будем говорить подробно, какая была болезнь, это будет отдельная передача. Вот, к сожалению, вы знаете Александра и Андрюшу с первых вот кадров, не очень хорошей передачи «Кохана, ми вбиваємо дітей», после чего Андрюшу все жалели, а Сашу всех ненавидели, все ненавидели. Андрюша это вот сын, чтобы вы не перепутали, да, Андрюша Косташ, а Саша это его папа. Вот, и в папе увидели очень грозного, беспощадного маньяка, который там действительно издевался над ребенком. Скажу честно, когда я увидела эту передачу, я лично хотела папу придушить своими вот этими руками и сказать, что за сволочь этот мужик и так далее. Но зная силу телевидения, как-то я начала вглядываться в вот некоторые кадры и словила там совсем немножко другие нотки. Я же режиссер, меня хрен обманешь. Вот. А когда я сама попала в передрягу великих перегон, и когда меня с дочкой склеили, как двух скандалистов, придурков и матершельниц, особенно учитывая то, что моя дочка вообще не матюкается, да, но у нее в каждом кадре было вот это пип, то я поняла, что надо с этим мальчиком подружиться, чтобы познать, что же там зарыто внутри. И я счастлива, что судьба меня свела с этими ребятами. Я для себя делаю тоже новых много открытий, и мы сейчас делаем новые проекты. Вот. Саша, просто в двух словах скажи, просто в двух словах, вот эта болезнь, как ты не растерялся и почему ты решил помочь своему сыну?
Ну, во-первых, это выявилось случайно, абсолютно случайно. То есть даже в простой гимнастике, когда мы занимались, чуть-чуть подали нагрузочки, и я заметил о том, что прогресс останавливается. Когда мы начали повышать нагрузки, то симптомы вообще пропали. Ты держи вот так, вот будет Да, громче да, слышно, да. не нажми ничего, Да, а я я подключусь понял. с той стороны. Да. Вот. Ну и как только я заметил, что при увеличении нагрузок начали пропадать симптомы, то начал разрабатывать, скажем так, разные методы тренировок. Я пересмотрел всех великих спортсменов. Вот, пробовали, много пробовали, но оно не получалось. Пробовали другие методики. Вот, очень много применяли технологию йоги, медитации, ну и так далее, и так далее. И даже вот от Андрюха. Да, и даже при встрече с одним из олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике, когда у Андрея было с ним интервью, он сказал, что папа, как говорится, меня тренировал не мышцы, а тренировал мое сознание. Он удивился и сказал, что этого не может быть. И подробнее Андрей сказал о том, что... Это Андрюша сказал? Да, это Андрей сказал. А сколько Андрею было? Это было ему 10 лет. 10 лет. 10 лет ребенок, вот, почему и говорят, да, устами младенца глаголит мысль, хотела сказать, тоже правильно, да? Устами младенца глаголит истина. Ребят, в 10 лет ребенок понял, что папа тренировал не мышцы, а его сознание. Отношение к жизни и победа над болезнью. Ну, скажем так, это долгий разговор, это лучше Да, делать в программе, да. но основывалась вся наша тренировка на том, чтобы, как сказать, обмануть наш мозг для того, чтобы он воспринял все нагрузки и враждебную среду, в которой он был, как свою собственную, адаптировал организм, адаптировал тело, адаптировал свое сознание к этому и воспринял как обыкновенную среду. И когда это начало получаться, притом получаться с невероятными возможностями, например, Андрюша, когда выжимал штангу, то... Сколько ему было лет и сколько он выжимал? Вот для интереса, чтобы люди понимали, о чем вообще речь, Саша. Значит, Андрей в 8 лет попросил, после одной программы на ТВ, на Первом канале украинском, он познакомился с мальчиком, чемпионом по пауэрлифтингу, и он сказал, я хочу попробовать. Мы приехали в гидропарк, он попробовал выжать штангу, у него не получилось, он там с трудом 2 раза выжал 15 килограмм. А через 1,5, может быть, ближе к 2 месяцам, то есть 1,5-2 месяца он установил абсолютный мировой рекорд по возрастной и весовой категории. Он установил рекорд, который до сих пор никто в мире не может установить. Спустя какое-то время он установил еще один рекорд. А сколько, подожди, тот тогда рекорд был, сколько? Ой, у меня записано дома. Ну, плюс-минус. Если я не ошибаюсь, значит, Андрей в 8 лет при весе 30 килограмм, он выжил 50 с чем-то 55 килограмм. А через неделю он выжил 60 килограмм. То есть, к сожалению, мы рекорд не зафиксировали. Главное, вы это зафиксировали в своем Да, сознании. да, этого достаточно. И самое главное, самая ваша важная победа, эта болезнь отступила, и я уверена, что она больше не вернется никогда, потому что там она не то, что с вами подружилась, она забыла, что она болезнь, понимаете? Их болезнь, она забыла, что она болезнь, и превратилась, наверное, в какую-то полезную сущность внутри Андрюши. Я когда с врачами консультировался, они сказали, что это не может быть, это никакого отношения к тренировкам не имеет. Да, была болезнь, которую излечить невозможно было. Мы не будем вас сейчас пугать, да? Болезнь очень страшная. Мы останавливали тренировки, и где-то через несколько недель
недель симптомы опять проявлялись. Мы начинали, они исчезали. И так было раза 4 или 5. То есть были остановки, это все начиналось, начинали тренировки, все исчезало. Слушай свое сердце, понимаете? Да. Я так поняла, что сердце папы говорило о том, что я хочу, чтобы мой ребенок жив был, да, и для этого я сделаю максимально все возможное. И вот благодаря вот этой болезни, благодаря желанию помочь своему ребенку, Саша стал потрясающим тренером. И вот сейчас, о чем я и говорю, мы создаем новый проект. Ребята, кто нас видит, мы хотим объединять приятное с полезным. В нашей сейчас жизни наши подростки, к сожалению, обленились и стали такими пофигистами прежде всего к себе. Я часто сейчас вижу подростков, которые курят, пьют, не слушают родителей, выглядят отвратительно. Либо они худые, либо они толстые. В общем, такие бесформенные тела, которые, знаете, обложка соответствует содержанию. Мы с Сашей и с его сыном Андрюшей, с которым мы сейчас отдельно поговорим, создаем новый проект, в который приглашаем участвовать подростков, их родителей, которые хотят изменить не только свое тело, а свое сознание и стать настоящим человеком, который способен радовать не только себя, а людей, которые вокруг. Поэтому о подробности проекта вы можете узнать, написав мне в личку, или Саша Александр Косташ, есть он у меня в друзьях. Вот. Кто, короче, захочет, он меня найдет. Вот. Саша, спасибо тебе, да? Сейчас просто мне хочется, чтобы всех было слышно. Мне придется к Андрюше перейти, потому что озеро маленькое, а нас много. Понимаете? Вот тот самый мальчик-чемпион Андрюша. Вот. Хочется, чтобы всех было видно. Ну, вот так. Да, видно папу немножко ближе к нам? Да. Андрюш, скажи, пожалуйста, во-первых, сколько тебе сейчас лет?